Мы находимся в Санкт-Петербурге, городе, основанном на берегах Невы Петром I в качестве столицы Российского царства. Именно здесь, в 1721 году, Россия была провозглашена империей, а Петр получил титул императора. В XVIII веке этот город, в архитектуре которого доминирует западное влияние, стал не только светской, но и духовной столицей России. В 1700 году скончался патриарх Московский и всея Руси Адриан. Избранию нового главы русской церкви воспрепятствовал Петр I. Вместо этого местоблюстителем патриаршего престола был назначен митрополит Стефан Еворский. В 1721 году, за несколько месяцев до провозглашения России империей, вышел манифест об учреждении духовной коллегии во главе с президентом. Решение о замене единоличной власти патриарха коллегиальным органом управления созревало у Петра I на протяжении многих лет. Он не желал видеть в патриаршестве возможный параллельный центр власти, как это было при Никоне. Император хотел сам возглавить церковь и максимально приблизить систему церковного управления к той, что существовала в протестантских странах. На первом же заседании новосозданной коллегии было решено переименовать ее в Святейший правительствующий синод. В 1722 году была учреждена должность обер-прокурора синода, на которую императором назначался из офицеров добрый человек. В задачу обер-прокурора входил контроль и надзор за деятельностью синода от лица государя. В 1723 году упразднение Московского патриаршества было признано Константинопольским и Антиохийским патриархами, которые назвали Российский Синод своей сестрой во Христе, ведь в греческом языке слово «синод» женского рода. Реформа Петра I была направлена на превращение церкви в социально полезный государственный институт. В 1724 году император подписал указ о монахах и монастырях. Это был сокрушительный удар по монашеству. Отныне оно рассматривалось как узаконенное тунеядство, с которым следовало бороться всеми возможными средствами. Основывать новые монастыри без специальной санкции Синода запрещалось. Небольшие обители объединялись с более крупными, а некоторые вообще закрывали. Имущество ряда монастырей было конфисковано. Особенно резко Петр отзывался о монастырях городских, возникших, по его мнению, из-за принятия пострига некоторыми византийскими императорами. Когда греческие императоры, покинув свое звание, ханжить начали, тогда некоторые плуты конным подошли, и монастыри не в пустынях уже, но в самых городах и в близлежащих отоных местах строить начали, и денежные помощи требовали для сей мнимой святыни. Еще же горше, яко не трудитеся, но трудами других туне питатися восхотели. Сия гангрена зело было и у нас распространяться начала под защищением единовластников церковных. Репрессии продолжились при Екатерине I и Анне Иоанновне. Сначала монастырям было запрещено приобретать земли, затем постригать в монахи кого бы то ни было, за исключением вдовых священнослужителей и отставных солдат. Постриженных в обход закона лишали монашеского звания, подвергали телесным наказаниям и ссылали. В период с 1724 по 1738 годы в России число монашествующих сократилось на 40%. Послабления в отношении монастырей наступили в годы царствования Елизаветы I.
Многие обители были восстановлены. В 1761 году разрешено постригать в монахи представителей всех сословий. Однако при Петре III началась секуляризация, обращение в государственную собственность монастырских земель вместе с проживавшими на них крепостными крестьянами. В 1764 году, уже при Екатерине II, вышел указ о передаче казне всех церковных владений, включая имения Синода, архиерейских кафедр и монастырей. Против секуляризации активно протестовал митрополит ростовский Арсений Мацеевич. Он направил в Синод 2 доношения, в которых резко критиковал распоряжение императрицы и доказывал, что церковное достояние должно быть неприкосновенным. Екатерина II увидела в действиях Арсения проявление бунтарских настроений и велела Синоду лишить его архиерейского сана. Как простой монах он был сослан в отдаленный монастырь. Но Екатерине такое наказание показалось недостаточно суровым. Она приказала расстричь Арсения и под именем Андрея Враля заточить в Ревельский каземат, где он содержался в нечеловеческих условиях. После смерти Арсения началось его народное почитание, которое завершилось канонизацией священномученика на Архиерейском соборе 2000 года. Реформы Петра I, продолженные его преемниками, были направлены против высшей церковной власти и монашества, но в то же время они способствовали развитию духовного образования. Петр был убежден в необходимости просвещения народа, и церковь становилась одним из институтов, который содействовал этому. Духовные школы начали открываться в Московской Руси еще до Петра. В частности, в 1685 году братья Иоанникий и Софроний Лихуды открыли в Москве Славяно-Греко-Латинскую академию, впоследствии преобразованную в Московскую духовную академию. Однако именно при Петре I открытие духовных школ приобрело систематический характер. Идите, поклонимся цареве нашему В период между 1721 и 1725 годами семинарии и школы открылись и во многих других российских городах. А к 1825 году в России действовало уже 340 духовных школ и 3 академии – Московская, Санкт-Петербургская и Киевская. С распространением духовного образования внутри русской церкви возникло чиновное ученое монашество. Оно не только не подвергалось гонениям, а наоборот было выделено в привилегированный класс, в руках которого сосредоточилось церковное управление. Как правило, выпускников духовных академий, пожелавших принять монашество, сразу же постригали, рукополагали в священный сан и назначали на преподавательскую должность в семинарию или академию. Наиболее одаренные становились затем инспекторами и ректорами академий. В отдельное общественное сословие в XVIII веке превратилось приходское духовенство. Стать священнослужителем представителю других сословий было практически невозможно. Священный сан нередко передавался по наследству от отца к сыну, от тестя к зятю. Дети священнослужителей, вне зависимости от их собственного выбора, направлялись в духовные учебные заведения. Характерной особенностью духовных школ Петровской и послепетровской эпохи было то, что преподавание в них велось на латыни, а программа копировала программу западных иезуитских школ XVII века. Это было связано с влиянием Киевской академии, выпускники которой, приезжая в Московскую Русь, становились здесь архиереями, ректорами и преподавателями духовных школ. На латыни читались лекции, писались сочинения, сдавались экзамены. В библиотеке Московской духовной академии до сих пор хранятся диссертации ее выпускников XVIII века, написанные на латинском языке. В
XIX век стал временем преодоления западных влияний в духовном образовании. Изменилась и государственная политика по отношению к церкви. В Синоде продолжал присутствовать обер-прокурор. Постановления выходили под грифом «по указу его императорского величества». Однако это уже была не та безвластная и безликая духовная коллегия, которую когда-то задумал Петр I. Синод в XIX веке обладал реальными полномочиями, был способен к эффективным действиям. В его составе присутствовало немало блестящих иерархов, оказавших влияние на судьбу Русской Православной Церкви. Впрочем, оказывать влияние на церковную жизнь можно было и не участвуя в заседаниях Синода. Это подтверждает судьба одного из самых выдающихся православных иерархов, святителя Филарета, митрополита Московского. Его церковная карьера типична для России XIX века. Сын диакона окончил духовное училище, семинарию и академию. Затем довольно быстро продвинулся по служебной лестнице, в 35-летнем возрасте став епископом. В 1826 году Филарет был возведен в сан митрополита Московского и назначен членом Святейшего Синода. Но в 1842 году он перестает ездить в Санкт-Петербург на заседание Синода. Тем не менее, Филарет продолжал участвовать во всех серьезных церковных делах. При нем было построено множество храмов, открыты новые монастыри. Московской митрополией святитель Филарет управлял на протяжении 46 лет. При непосредственном участии святителя в Первопрестольном граде в память о героях войны 1812 года был построен храм Христа Спасителя. Этот величественный храм был заложен в 1837 году и строился 44 года. Именно в этом храме сегодня покоятся мощи великого святителя, ставшего одним из самых ярких иерархов в истории не только Русской Православной Церкви, но и всего мирового православия. Отношение Филарета к государственной власти было почтительным и благоговейным. В царе он видел помазанника Божия, который всю законность свою получает от церковного помазания. Из этого напрямую вытекала обязанность царя защищать интересы церкви. Филарет писал: «В нашем Отечестве благочестивейшие цари, суть верховные защитники правоверия и всякого церкви святой благочиния». Филарет на протяжении почти полувека совершал благодарственные молебны по случаю тезаименитств и юбилеев царя и членов его семьи. Участвовал во всех парадных мероприятиях. За близость к трону московского митрополита жестко критиковали либералы и революционеры. В романе «Былое и думы» Александр Герцен рассказывает о молебне, совершенном Филаретом на Соборной площади Кремля после декабрьского восстания 1825 года. Средь Кремля митрополит Филарет благодарил Бога за убийство. Вся царская фамилия молилась. Около нее сенат, министры, а кругом на огромном пространстве стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились. Пушки гремели с высот Кремля. Мальчиком 14 лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии. И тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками. Разумеется, Филарет благодарил Бога не за убийство, а за чудесное избавление от смерти императора Николая I, на которого декабристы совершили покушение. Московского митрополита нередко призывали к обсуждению дел государственной важности. Так именно Филарету принадлежит честь написания текста манифеста 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян.
Издание этого манифеста стало главным историческим событием царствования Александра II Освободителя. С именем Филарета связаны многие исторические начинания. В 1821 году он по поручению Священного Синода составил православный катехизис, получивший общецерковное признание. На протяжении более 40 лет при непосредственном участии митрополита велась работа над переводом на русский язык Библии. Она была издана в 1858 году. По инициативе святителя силами 4 духовных академий – Московской, Санкт-Петербургской, Киевской и Казанской – были переведены творения святых отцов. Это способствовало освобождению русского богословия от влияния латинской схоластики. Филарет заботился о повышении уровня образования православного духовенства. И в то же время он принимал деятельное участие в проектах Николая I по развитию светских школ. При участии митрополита одно за другим открывались учебные заведения. Были увеличены расходы на образование, началось издание новых российских учебных пособий. Велик вклад митрополита Филарета и в развитие монашеской жизни. Особое внимание он уделял Троице Сергиевой Лавре, которую посещал много раз в год, состояв в переписке с ее наместниками. Авторитет Филарета был очень высок не только в среде духовенства, аристократии и в простом народе, но и в монастырях. Возрождению монашеской жизни в XIX веке способствовало изменение государственной политики в отношении монастырей. Но не меньшую роль сыграло распространение в России старчества, феномена, известного со времен византийской эпохи. На Руси старцами называли духовных отцов, отличавшихся особой мудростью и прозорливостью. К ним со всех концов стекались верующие за духовным советом. Главным центром старчества стала Оптина пустынь, один из монастырей Калужской губернии. Сюда переселилась группа пустынников, последователей преподобного Паисия Величковского, восстановителя монашеских традиций и сихазма, православного аскетизма. Наиболее известным из оптинских старцев был преподобный Амвросий. Будучи тяжело больным, он для каждого находил слово утешения и поддержки. Собеседниками оптинских старцев были многие выдающиеся писатели и мыслители, в том числе Лев Николаевич Толстой, Николай Васильевич Гоголь, Федор Михайлович Достоевский, Владимир Сергеевич Соловьев. Огромное влияние на духовную жизнь России XIX века оказал преподобный Серафим Саровский, один из величайших святых православной церкви. Происходил Серафим из купеческой семьи. В раннем возрасте он почувствовал тягу к монашеству и ушел в Саровскую обитель, став послушником. Через 8 лет принял иноческий постриг, затем был рукоположен в иеродиаконы. Уже в молодые годы преподобный удостоился многих благодатных видений. Неоднократно во время литургии он видел ангелов, сослужащих братьей. В возрасте 39 лет Серафим стал иеромонахом, а после смерти настоятеля Саровской обители ушел в лес, где предавался суровым аскетическим подвигам. В течение 3 лет каждую ночь преподобный проводил в коленопреклонной молитве на камне. Преподобный Серафим открыл двери своей кельи для посетителей. Каждому, видя в нем образ Божий, относился старец с любовью, всех встречал земным поклоном, целованием и неизменным пасхальным приветствием: «Радость моя, Христос воскресе!» из воспоминаний современников. Особое место в истории русской святости занимает праведный Иоанн Кронштадтский. На протяжении более полувека святой Иоанн был настоятелем Андреевского собора в Кронштадте, где ежедневно, без выходных, совершал литургию. За богослужением он исповедовал и причащал всех присутствующих.
обращался к молящимся с пламенными проповедями. Святой Иоанн обладал даром чудотворения и прозорливости. К кронштадтскому батюшке нескончаемым потоком шли люди. В его адрес поступали тысячи писем и телеграмм с просьбой о молитве или помощи. В этом он не отказывал никому. Ни православным, ни лютеранам, ни мусульманам, ни иудеям. Слава Иоанна Кронштадтского была столь велика, что когда он путешествовал по городам России, а такие путешествия он предпринимал регулярно, повсюду его встречали тысячи верующих, становившихся на колени при приближении его кареты. Огромен был размах благотворительной деятельности отца Иоанна. В Кронштадте он создал дом трудолюбия, где ежедневно кормилось до 1000 нищих. При доме действовали больница и школа для детей из бедных семей. Многочисленные пожертвования, которые получал кронштадтский пастырь, в тот же день раздавались на благотворительные цели. Оценивая синодальную эпоху в целом, следует сказать, что, несмотря на упразднение патриаршества и подчинение церкви государству, эта эпоха стала временем наивысшего расцвета русской православной церкви. Постоянный численный рост населения империи способствовал численному росту церкви. Повсюду велось строительство новых храмов, открывались новые монастыри. К 1914 году у Русской Православной Церкви было почти 55 тысяч храмов, более 950 монастырей и около 100 миллионов верующих. В синодальный период особый размах приобрела миссионерская деятельность церкви. Внутри России она осуществлялась среди языческого населения регионов, которые присоединялись к империи. За пределами страны, в Китае, Северной Америке и Японии. Так святитель Иннокентий Иркутский посвятил многие годы проповеди христианства среди коряков, чукчей, тунгусов и алеутов. Святитель Николай Японский был первым православным епископом Японии, основателем Японской православной церкви, до сего дня сохраняющей каноническую зависимость от Московского патриархата. Главный парадокс заключался в том, что в период расцвета и расширения церкви происходит массовое расцерковление, отход от православия высших слоев российского общества, прежде всего дворянства и интеллигенции. Процесс этот начался еще при Петре I. При Елизавете II в высшем обществе насаждалось вольтерианство. В XIX веке на смену просвещенному деизму стал приходить атеизм, который к концу столетия имел значительное число последователей среди интеллигенции. А в начале XX века расцерковление проникло в рабочий класс и даже в среду крестьянства, что стало особенно ощутимо в период между революциями 1905 и 1917 годов. Синодальная эпоха завершилась почти одновременно с падением монархии. Уже в начале XX века внутри церкви началось обсуждение идеи созыва поместного собора с целью восстановления патриаршества. А с 1906 года работало предсоборное присутствие, в задачу которого входила выработка повестки дня предстоящего собора. Однако созыв такого собора стал возможен только после февральской революции 1917 года. К этому собору в предреволюционный период готовилась практически вся многомиллионная российская церковь. Главным деянием собора стало избрание митрополита Московского Тихона на патриарший престол. Этим событием завершилась более чем 200-летняя синодальная эпоха в истории Русской Православной Церкви.